Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Всем привет, ребята! Всем привет! Специальный гость сегодняшнего выпуска – это я. Давно не виделись. Вы на канале Отос. Меня зовут Марта. Меня Алена. И мы сегодня отправляемся вместе со сталкерами на свежий заброшенный объект. Что это? Вроде как школа, а там посмотрим. А там посмотрим. Должно быть интересно, потому что должен быть сохран хороший. Недавно забросили. Мы вот прям смотрим, сидим на эту школу, ждем пока ребят, которые должны нас сопроводить, показать залаз. И в принципе-то вообще пригласили нас в это место. Поэтому сегодня могут мелькать какие-то другие люди, но главное, что мы вдвоем есть в этом ролике. Ваши любимые звезды Отос. Так что собираем булочки в кулаки, чтобы не мерзнуть, настраиваемся на хороший лад и отправляемся в заброшку. Приятного просмотра, прожимайте лайк и удачи нам! Погнали. Там дом еще старый. Конечно, стрёмно. Может быть, это не жилой? Да, хер его Выглядит знает. как, может быть, типа старый корпус школы. Хрен его знает. Бля. Смотри, там какой-то фен. Какая-то штука, по идее, я так испугалась. Вот эту, которая фен? Это фен, да? Походу, да. Типа здесь как парикмахерская была. Ну, видимо, кто-то арендовал. Вот они, лыжки. Блин, я на таких лыжах в свое время гоняла на уроках физкультуры. Опача. С конем с погоном. Ага. Прикольно. На самом деле. Что? Музей? Внутри он. Это не как Тут окна, корабль. а это прям внутри витражи. Ну это, видишь, выставочные какие-то. Музей. Книги. Славный сын Беларуси. Офигеть, сколько здесь книжек. А сюда, наверное, не попасть, да? А прикинь, если бы был этот проход с этого музея под землей в эту школу. Да, вот они, эти книги. Кстати, хорошие книги еще. Да. Обалденно. Музей. Аленка сейчас в окна вам показала, что там в этом музее есть. И вот тут сразу просто поле. Поле, белорусское поле. Тут реально еще даже физалис. Сахар. А ну-ка открой. Что сегодня на обед? О, Ролтон. Реально. Столовка. Прикол. Пахнет пухом. Да, ну пахнет в этих, как старые советские эти кухни. Ну, короче, это кухонька. Здесь, наверное, игрушки. Склад зыбучих продуктов. Смотри, салфетницы. Слушай, такая хорошая заброшка. Уксус еще он остался. А ну-ка, Аленка, станцуй. Детки мыли ручки. Тут, походу, остановка была. Это мило. Так, здесь мы не палимся. Шкафчики. Кольца сняли. Здесь тренерская, наверное.
Кубики, Аленка, для этих, для экспериментов. Кассеты. Сохрана, конечно. Класс много. Реальный видик. Кованый, да. Смотри, 24-25 учебный год. Вообще свежезаконсервированная школа. Офигеть. Смотри, какой этот барометр или что это? Без понятия. Успокоительные капли, энерго, диски, безопасность. Здесь, наверное, заход. Биология, телефон экстренных служб. Ну, как будто бы да. Даже цветы, Аленка, цветы. Не, бедные. Может, польем цветы? О, бумажные. Блин, только-только завяли цветы. Мне вас так жаль, цветочки. Ах, кошмар, как жалко цветы. Латуа. Такие старые какие-то книжки и группы. Нового года. Не знаю, какие он старенькие. Всякие карточки. Начальных классов. Здесь как-то ярко. А что здесь так ярко? А, здесь закат. Тоже цветочки, ребят. Кабинет начальных классов. Тут повыносили все. О! Ого! Рабочий. Пианиночка рабочая. Проверь. У меня был такой какой-то. Разновозрастная группа. Тут как будто как садик для малышей. Здесь как будто для малышей, да. Ой, здесь даже шторки остались. Да, здесь, видите, ребятки, игрушки для маленьких детей. Какая прелесть. Симпатичненько, да. Очень даже симпатичненько. И раковинка, типа как у деток. А подвала нет? Подвала нет. Хорошая школка была. Чистенькая такая, осторожный порог. На белорусском языке. Белорусскоязычная. Вот здесь такая же, в информатике такая же дверь, кованая. Видишь? Кованые двери. Чтобы не спиздили компьютер, что ли? Какой год, посмотри. Результат на ремонт. На сайте есть. 23-й год. 23-й, да. Кабинет географии и истории. Красавец, Марта. Прикольно. Тоже глобусик. Проектор, смотри. Давай посмотрим какой-нибудь этот кадр на свет. Достань. Держи фонарь. Чуть ниже. Какая-то картина. Как будто бы... Сейчас мы сфокусируем. А, это, наверное, Иван Грозный, нет? Что-то похожее, да. Как... Что-то похожее. Короче, это произведение искусства, я так думаю. Картины какие-то. Какие-то
доисторические янки Купала. Ну, смотри, Лермонтов лежит. Тут прям про него биография. Офигеть. Видимо, про каждого Про каждого писателя. писателя, скорее всего, да. Раздаточный иллюстрированный материал по литературе для 4 класса. Офигеть, сколько всего они позабирали. Да. Так а кому это надо? Учителя занимаются этим, собирают эти материалы. В итоге все приходит в небытие, и никаких рабочих мест, никакого праздника с пользой. У нас там что? Что-то непонятно что. За справа корысть родины, за добро Будь и готов. справедливость. Русская пионерская республиканская организация. Пионерская, да. Большая такая. Это дышит. Абсолютно пустой. Офигеть, не нужен? Ну это же можно было забрать, использовать. Ребятки, вот такой шкаф, там внутри проход, там лежит зонтик. Это типа гардеробная. Ну, прикольно придумали, что, газеты. Ну это вот... Это вот это, а в этих полках что-нибудь есть, смотря? Не смотрела. Даже не отодвигать, да. Застопорились. Шарик зато смотри, до сих пор. А шарик до набитый. сих пор как новый. Ребят, шарик до сих пор как новый. Ваза большая. Это, смотри, геометрические фигурки. Наверное, из Пахнет школа здесь. Из опыла. Боже, ребят, какой запах школы. Смотри. О, портреты. Тут их я не видела. Циркули. Закат какой сегодня. А вот колбочки. Ой, цимбалы, да? Да. Ну, это типа... Колбочки. Вот пахнет, ребят. Фу, да, этими всякими химическими элементами. Смотри, сколько здесь всего. Ну, у меня в школе такого не... Не, оно было, но им пользовалась только учительница. Смотри, сверху эти. Ну, прикольно. Типа молекулы, наверное. Прикольно, всякие колбочки. И тут, видимо, составы в этих коробках. Видишь, написано. Ребятки, кто химики, вы должны знать эту формулу. А что в коробках? Гранулы. Или это не коробка? Коробка. Посмотри, там что-то есть. Реально эти колбочки есть с этими штуками. Чугун, сталь. Блин, ребята. Что там? Тут прям смотри, камни. Разные элементы. Какие? Меня, блядь, этого в школе не было. Тут то же самое. Чугун, сталь. Жесть. Как обидно. Вот они. Мы добрались наконец-то туда. Безумка. А ну-ка поверти. В другую сторону это ракушка. Поверти в другую сторону. Реально ракушка. Жалко, нет никаких крыс, мышей. Ну вон, типа, больное аж сердце. Майские жуки засушенные. А вот это, смотри, что по коробке. Открываешь что-то. Вот тут? Да. Ну тут вот тут камушки. А, тоже. А вот эти уголь. Все просто свежие, ребят. Офигенный сохран. Попробуем изучить цены. Модели атома для составления молекул. Офигеть. Шкала твердости коллекции. Какие красивые. Я надеюсь, там что-то видно. Я... 5. Апатит.
Вот куча всего. Ребят. Модель сферические решетки алмазов. Это составлять, да. Вы еще с тобой не видели, да? Да. Но такого мы еще никогда не Набор удобрений даже есть. Колбочки со спиртом. Боже, как это прикольно. Я говорила, химия будет золотая жила. Большие вон камни. Это тоже составляет. Они запакованы прям. Этим просто не пользовались, оно лежало и все. Это как, знаете, когда вы что-то бережете, ребята, много лет, а потом это все приходит в небытие, и в итоге что? И в итоге обидно, что этим не пользовались, это просто забрало время. А что за ящик? О! Это как в игре. Век. 18 век. Набор удобрений. Набор удобрений. Спички разные. Прикольные. Слушай, фонарь прямо здесь горит. Прям за окном. Котятки. Химия. Блин, конечно, офигеть. Потому я в афиге. Текущий контроль по теме состояния электронов в атоме. Ну, самое интересное, скорее всего, мы нашли. Это этот кабинет. Мне очень напоминает школу тоже одну. Там, помнишь, были прям вообще эти статуи легких, вот этого всего. Да, были. Но вот настолько углублено еще нигде не было. Да, мне кажется, в той школе было плюс-минус так же. О, разное дерево. Оказывается, это же дерево. А маленькие коробочки, смотрела, что, да, тоже ножки. Да. А, стеклышки, да. Вот оно. Вот оно. О, Понимаешь? человек. Мы с тобой это пропустили. Мы тут зашли с тобой. О, Да. Пойду в кабинет похожу. Это прям такой учительский стол, как в школе был когда-то. Уже темнеет за окном. Вот она. блин, ребят, темные коридоры. Заброшки. Как будто только отсюда вышла жизнь, да? Ребят. Прям еще даже лампы с фонарей светятся. Даже мусорка уже полная. А потом местные будут. Слышал звук? Где кушали дети, ребят? У меня вопрос. Потому что кухня вот. Ребят, просто ночью заброшки. Полнейшая тишина. Полнейшая тишина. Я так понимаю, дети кушали, наверное, в актовом зале. Да. Как правило, столовая и актовый зал. Да, я вспомнила, что у нас тоже столовая и актовый зал были объединены. Да. У нас тоже. О, мы здесь не были. Иди сюда. Мы же не были в кабинете трудов. Я помню, что мы где-то не были. Земля, солнце красит, а человека труд. Поняла, Аленка? Так что работать надо, никаких стримов. Надо перечитать. Сколько всего тоже. Это кабинет трудов. Да. Образцы работы чаще всего.
Класс. Тут собачка, там котик. А, там тоже собачка. Какие-то рубанки. Пропеллер. Класс. Медвежонок вон. Переливается. Ноги надо смотреть. Модель планера. Это тот самый. И мальчики поймут, это тот самый, походу, конструктор металлический, который был в 90-х и в 80-х, наверное. Ну, я помню, да, вот эти детальки. Это ж такая ценность. Да. Это все такой раритет. Шишечки это детство наших мам. Угу. Посмотрите, какие. Вон сзади тоже, смотри, мишура. Не только. А здесь пластиковые. Пластиковые это уже не ценность. А вот эти, да. Конструктор это твой, Аленка, любимый. О! С Новым годом, господа. С новым счастьем. Фонарики такие делали. Ну, елка тоже слегка прикольная. Надежно закреплять заготовку. Правильно держи пилон. Это вывески для трудов. Мальчик. Кстати, льняная. Ну, Офигеть. какая-то штука тоже. Не буду трогать. Маленькая доска. Цветок еще не завял. Ну да. Офигеть, какой здесь сохран. Вау. Еще один мотор. Всякие детальки. Ну, физика, понятно. Сколько здесь всего. Всяких прибабахов. С этой стороны проржавело, как будто раскрошилось, но практически не было. Посмотри на этот глаз. Это как с Терминатора, да? Просто жесть. Мне сразу всякие язык Вори вспоминаются, понимаешь? Офигеть. Вот это прикол. Всякие хрюшки. Тут вот есть жабы, надо сюда залезть. Ну что, мы добрались. Ну и запашок здесь, конечно. Так, что мы посмотрим? Постепенно. Кто это такие? Читай. Развитие лягушки. Ты, может, как бы снимешь? Ой. Жабры. Ну, тут, короче, вот малька до лягушки. Это змея? Это змея, да. Кстати, формалин у нее уже закончился, она все выпила. Змейка. Гадюка? А, кстати, не знаю. Написано нет, спирт, формалин. В РСФСР. О, гадюка. Это гадюка? Реально. Ребят, гадюка. Скелет черепашки вон есть. Ящерки. Фу, смотри. Фу. А там не глаз? Глаз? Глаз кого? Глаз млекопитающего. Блин, там еще один скелет. Стоит. Глаз млекопитающего. Да, ну как? Яйцо, вон зародыш, смотри. Зародыш, развитие зародыша. Блин, как они это делают? Ой, смотри, какая змея. Вот. Фу. Видно, жаба. Внутренний орган млекопитающего. Крыса.
подальше отогнать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, как неприятно, да? А вот снизу черви, наверное. Да. Да, внутреннее строение дождевого червя. О, рыбки. А это что, разбитая? Просто разбитая колба. Это что, крыс? Я не буду это трогать. Ну ладно, я потрогаю. Это крыса, мышь. Она уже вся какая-то непонятная, в непонятном состоянии. Черепаха перед тобой. Да, ты не видела? Я же тебе сказала, скелет черепахи. Луковица. Это гербарий бураков. Какие-то они в плесени все. Мышки, рыбки. Мышки, рыбки. Птеродактиль. Опять камни. Картошка. Угу. Комар. Ну, короче, здесь эти малюпасики всякие. Зачем постучала? Есть ли кто дома, спросить? Это же не настоящий, это ж муля. Настоящий череп? Нет, она из гипса. Вот. Скорее всего, из гипса. Ну, это да. не настоящий. Странно было бы, если бы он был настоящий. Кости тоже, скорее всего, из этого, из пластика. Пластик, да. Пчелы. Вон эти красные вот эти вот жуки-пожарники. И смотри, какие большие жуки. Вот еще мышь, ой, птицы вон похороненные, смотри, завернутые. Крабики. Ой, неприятно, конечно, как на кладбище. О, противогазы. Смотри, граммофон. Интересно, он работает. Офигеть, вот это, конечно, прикольно. Мелодия пластинки. Спасибо за участие. Вот. И я тебе говорю. Ребят, мы в шоке. Такого сохрана мы еще не видали. Это правда. Это, мне кажется, эпогея всех школьных вылазок, которые у нас есть на канале. А школ мы снимали, я думаю, штук 5 точно у нас есть. И такого сохрана, вот этих формалиновых чупакабриков не было нигде. Да, и помимо этого, опять же, вот эти вот ребята, да, приветики, камушки и оборудование, дофига всякого, там даже кухня, да, то есть и печки и все пооставалось, каждый, заходишь в каждый класс, там, да, почти в каждый, и где-то есть что посмотреть, это круто, впечатление просто бомба. И очень жаль. На самом деле, всегда вот опять чувство сожаления огромного, когда мы находимся в таких заброшках, где есть и сохран, и самое ужасное, что этим не пользовались, потому что это видно, что не тронутое вообще, как те же самые химические всякие приспособления, камушки и тому подобное, как они лежали запакованные, так и лежат, так и здесь. Так их и выкинут. Да. Очень жаль, хотя все это могло еще послужить не одному поколению детей. Это точно. Подписывайтесь на наш канал, прожимайте пальчик вверх. Надеемся, что выпуск вам понравится. Я не обещаю, что буду в каждом выпуске участвовать. Я не обещаю, но буду стараться поддерживать нашу красавицу Мартуленьку, потому что она сталкер номер 1 в Беларуси. Потому что мы ОТАС. Мы должны быть вместе. Он зазерсает нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Ребятушки, мы рады, что вы с нами. До скорых встреч. Скоро мы вас порадуем новым контентом. Пока-пока. Пока.